Всем привет! Сегодняшнее видео будет о шилях. Получил вот такой набор от мастерской Фазеркрафт. Если сказать вкратце, это мастерская, которая занимается профессиональным изготовлением ножей. И сейчас они решили разработать серию инструментов, именно качественных, профессионально выполненных инструментов для мастеров, которые занимаются изготовлением изделий из кожи. Собственно, в этом видео я расскажу немножко о каждом шиле, о каких-то параметрах, характеристиках, о том, где я их применяю. Если кому скучно меня слушать, но хотите себе вот такой вот инструмент, под видео будут указаны ссылки на различные интернет-ресурсы мастерской, где вы сможете задать вопросы, получить консультацию и, в принципе, послушать, что вам смогут предложить конкретно под ваш случай, под ваши задачи. Ну а теперь о главном. Каждое шило – это полностью ручная работа. Каждый его элемент создан мастером вручную. На этапе разработки была проделана просто колоссальная работа по подбору материалов, по тестированию, по разработке вот этой вот необычной такой интересной формы рукояти. Шиле комплектуется специальной подставкой, довольно оригинальное такое практичное решение, при том, что сама форма шила, она нестандартная, и сразу выделить какое-то местечко специально для шила очень сложно у себя на рабочем столе. Так что такое вот решение будет довольно-таки практично, при том, что ее не нужно заказывать дополнительно. Такая подставка идет как подарок от мастерской. Сама рукоять выполнена вот такой вот интересной форме. Мастер долго ее разрабатывал, чтобы сделать практичной. Материал, если не ошибаюсь, мореный дуб. Шило очень легкое. И его удобно держать, при том, что в разных положениях каждый мастер сможет найти себе самое удобное. Допустим, его можно так держать, можно упирать в ладонь, таким вот образом колоть. Можно вот так вот прокалывать, то есть оно удобно ложится. Допустим, я работаю вот таким вот образом, мне нравится, чтобы пальцем именно направлять. То есть можно рассмотреть различные варианты. При том, что вот здесь есть такое сужение, рукоять очень прочная. Видел, народ тестит, там, пытается ее как-то сломать там руками, вот так вот. Ее не сломаешь, даже при этом сужении. Просто из шила таких вот нагрузок оно не получает, чтобы ломалась рукоять. Я этого не знаю, как можно нагрузить шило в работе, чтобы сломать вот здесь рукоять. Ну и такая интересная фишка, именно вот брендирование, как они брендируют свой инструмент, очень классно. На каждом шиле есть их такой логотипчик. И вот этот вот кончик тоже такая практичная штука, именно в виде конуса, да, такой идет на сужение. Допустим, когда прошиваю изделие, зажимаю его в шорник, то у меня вот есть китайское шило, которым работал до этого, у него здесь вот необработанный край. И получается, вот этим краем я царапал шорник именно на кожаную накладку на нем. То есть постоянно оно цеплялось. В данном случае это не происходит. Сразу хочу озвучить, что преимущество работы с мастерской – это то, что они могут изготовить инструмент с теми параметрами, которые вам нужны, то есть конкретно под вас. Если, допустим, какой-то стандарт вам не подходит, они смогут разработать и задать параметры инструменту, те, что вас интересуют. Конкретно в моем случае начну с простого, то есть это конусное шило. Я им делаю чаще всего разметку, и еще оно годится для расширения отверстий. Такая разметка получается более точной, нежели взять, к примеру, тот же стержень для разметки. У меня со стержнем бывают небольшие погрешности, если там чуть-чуть, где-то полмиллиметра не там линию он нарисовал, то с двух сторон уже миллиметр, и где-то выходят несостыковки. То в данном случае вот мы можем сделать, прочертить, что нам нужно. Если, конечно, кожа позволяет. Некоторые
кожи с лаковым там, допустим, покрытием, они не царапаются. Поэтому подобный вариант разметки он не подойдет. Вот, остаются такие небольшие как бы царапины. В чем их еще удобство? Они могут быть как направляющая для ножа. Вот, если замечали, допустим, когда режете, сначала нож раз провели, сделали такой направляющий, и потом уже можно без линейки по этой направляющей вести нож. В этом случае, ну, если сделать глубже канавку, эту царапину, получится по сути похожий эффект. Также данная разметка еще дает возможность шлифовать вот по ровной линии, вести нож тоже как углубление, как такой специально зарезают, делают небольшое углубление, чтобы нож цеплялся и потом именно срезал кожу от этой линии. Можно этим шилом делать просто такую царапину. Ну и также, к примеру, по поводу расширения отверстий. Вот образец здесь шил, колол. В общем, смотрите, верхняя линия пробита очень такие тонкие отверстия. Получается, сложно будет иглу продеть из-за того, что большая толщина и плотная кожа. То есть для этого мы можем просто пройтись этим шилом, грубо говоря, вот немного расширить его. Или же при самой прошивке просто каждое отверстие отдельно расширять перед тем, как запустим иголку. Потому что бывают кожи, которые сразу же сужаются. Вот. Ну, можем посмотреть. То есть здесь уже идет расширение, а здесь вот, к примеру, нет. Здесь вот я тоже пробовал. То есть чем глубже мы запрем это шило, тем шире там будет отверстие для прошивки. Если говорить о технических каких-то характеристиках, ну, рукоять, понятное дело, уже сказал. Сама игла выполнена из стали D2. Мастер определил, что это оптимальный вариант именно для таких вот конусных иголок. Длина ее 45 мм. Толщина от 0 до 3 мм, вот расширяется сюда по всей длине. Есть у меня несколько шильев конусных, которые с толщиной от 0 до 9 и 10 мм. На мой взгляд, ну, это не несет в себе никакой практичности из-за того, что толщина самой иглы, она только увеличивает вес шила, а при этом ну, вряд ли кто-то прокалывает, расширяет отверстие до 10 мм именно шилом. То есть его проще просто взять пробойник и вырубить этот кусочек. Вот. Поэтому вот такая вот толщина от 0 до 3 это оптимальный вариант. При данной стали она вот не гнется, прочная, то есть шило надежная, удобная, легкая, практичная, ну, в принципе, обладает всеми нужными характеристиками для работы. А теперь о непростом. Как же подобрать себе шило с ромбовидным жалом, как это сделать правильно. Возможно, я сейчас озвучу, как это делал я. Возможно, будут какие-то советы, пишите в комментариях, потому что до конца толком бы не разобраться. Вроде бы все довольно просто и понятно, а с другой стороны много параметров, которые влияют в конечном итоге на сам шов и на то, как вот удобно, практично работать с этим шилом. Значит, я отталкивался от того, что у меня есть пробойники с зубом, с шириной зуба 2 мм. Вот. Этот пробойник оставляет такую разметку, то есть я здесь пробивал не насквозь, то есть это разметка шва, по сути, под шов. Вот. И отталкиваясь от этого, значит, заказал себе шило с параметрами иглы. Длина иглы 30 мм. Длину выбирал из того, что мне нужно прокалывать, чтобы она не гнулась, не уходила никуда. То есть вот эта длина для меня как бы оказалась оптимальной. Вот. Размер ромба 2,5 на 1,5 мм. 2,5 для того, чтобы оно не слишком разрезало, как бы не увеличивало
саму как бы длину этой прорези. Вот. А 1,5 мм для того, чтобы вот в таких толстых кожах можно было достаточно расширить эту прорезь, чтобы прошла иголка без проблем. Вот именно это конкретно под мои задачи. То есть в тонких кожах там можно проще, без расширения, поэтому можно делать иглу уже. Кстати, у меня есть такое шило. Вот, у него иголка, здесь толщина иглы где-то миллиметр или 0,8 миллиметра. То есть она практически ничего не расширяет, но легче заходит в кожу, а тонкую кожу, в принципе, вот если там, не знаю, кошельки прошивать, допустим, проходит вообще без проблем. То есть для таких изделий, где не нужно вам ничего расширять, можно взять себе просто вот такое даже очень тонкое шило. Оно как бы лучше подойдет под эти задачи. Но у меня основное вот это вот получается. Пересмотрел очень много различных видео, материалов, там Китай, мастера Китая, Америки. Пришел к выводу еще, что есть классическая форма именно кончика шила, да, обычная такая заостренная. И потом увидел, что мастера этот кончик они скругляют вот таким вот образом. Ну, у каждого как получится, конечно, но мне сделали вот так вот. В чем удобство такой формы кончика? Когда мы прокалываем отверстие, вот, когда загоняем шило в отверстие, то с таким кончиком у нас получается игла, она как бы сама позиционируется по центру, то есть она всплывает немножко с края и лучше позиционируется по центру отверстия, нежели стандартный классический вот этот вид кончика, который очень острый, и там, где мы его укололи, там в принципе, ну, туда шило и пойдет. То есть если чуть-чуть сместили от центра, оно так и сделает отверстие там, и может быть разбежность, не так, ну, как бы не такое ровное пробитие отверстий, допустим, как вот с такой иглой. То есть это проверено, у меня было несколько вариантов, и все же вот этот мне показался наиболее практичным, наиболее удобным. Сталь тоже имеет значение. Здесь сталь N690, я думаю, кто в курсе, это великолепная сталь, она прочная, не гнется, очень острая, ну, если правильно, конечно, ее обработать, если с ней правильно работать. Само шило применяю в двух случаях. Первый, это когда мне нужно доколоть отверстие, к примеру, толстая кожа или несколько слоев кожи, а зубья не позволяют как бы загнать их глубже вот на пробойнике, да, то есть чем глубже мы загоним этот пробойник, тем шире здесь будут отверстия, уже не будет, ну, как бы красивой такой прошивки. Вот. Для этих случаев и есть, в принципе, это шило. И второе, при прошивке, к примеру, той же плотной кожи толстой, просто для расширения отверстий перед тем, как продеть иголку, что как бы облегчает сам процесс работы. Вот. Сейчас я покажу возможности этого шила именно при прокалывании. То есть взял несколько слоев кожи, допустим, здесь 2 слоя кожи. Я сейчас даже покажу. У меня есть такой приборчик. Вот. Я думаю, будет ясно. Вот здесь 5,3 миллиметра. Здесь вот наклеил слоев, даже сюда не войдет, наверное, миллиметров 12. Вот. Ну, не знаю, здесь буду или не буду. Тоже здесь 6 миллиметров. В принципе, будет ясно, как оно себя ведет в работе при разной толщине пробития. Данный образец взял. В принципе, не знаю, насколько вообще практично шить такой слой кожи, но, возможно, на каких-то ножнах подойдет такой вариант. Но просто, чтобы продемонстрировать, как возможности этих шильев. Это шило приловчил собрать вот так вот, потому что вот так вот у меня что-то, ну, куда попало оно колет. Есть такая корковая подложка, тоже заказывал где-то в Китае.
Теперь каждое отверстие будем докалывать. Так, здесь получается такой вот результат. То есть отверстия немножко расширились. С обратной стороны отверстие выглядит таким вот образом. К концу видео я сделаю прошивку и покажу, как это будет выглядеть со швом. И, ну, я, наверное, в общем, самый простой вариант с тонкой кожей показывать не буду. Если с толстой получилось, с тонкой там вообще никаких проблем. Вот. А теперь вот этот вот образец, здесь, как сказал, уже миллиметров 12, наверное. Все, вот с одной стороны я уже там пробивал, проверить, будет работать или нет. Теперь делаем. Здесь, конечно, сложнее, но возможно. Вот оно проходит там 5-6 слоев кожи. Я не скажу, что как в масло заходит. Вот. Такой результат. Конечно, на таких вот толстых бутербродах, так скажем, здесь сложнее правильно позиционировать шило. Все-таки где-то какой-то миллиметр немножко угол поменяли наклона, да, и вот здесь уже будет небольшая там какая-то разбежность, может быть неровность. Вот. Но мне кажется, это все зависит от определенных тренировок. Да и никто не шьет, наверное, вот такие бутерброды. То есть, скорее всего, в половину меньше у всех этой кожи. Это так просто для эксперимента показать, насколько оно острое. Покажу, как прошивать еще с этим шилом, как работаю. В общем, изначально показалась форма неудобная, потому что то, что у меня было, оно с меньшей ручкой, его проще было зажимать в руке. Вот. Здесь сначала даже не понял, как его можно применять, потом оказалось, что достаточно удобно вот зажимать между пальцев, к примеру, чтобы постоянно не выкладывать из рук при прошивке. Иглы у нас тоже удобно как бы держать. И все. Здесь вот расширили отверстие. Как показывал в видео о французском шве, начинаем прошивку. Нить взял, если не ошибаюсь, 0,45 мм. Если кожа позволяет, то перед прошивкой просто можно удобно взять шило себе и вот таким вот образом порасширять все отверстия, потом отложить шило и делать себе прошивку. Но если кожа не такая, что сразу она возвращает себе, принимает изначальную форму. И вот то, о чем говорил, вот здесь вот царапины у меня в большей степени из-за того, что вот это шило, оно когда проходит в отверстие, вот здесь вот
ну, не обработанной этой железякой, в общем, царапает накладку. Здесь такое не происходит. Во-первых, игла длиннее, во-вторых, оно все здесь гладенько заполировано. И вот результат, что получилось. Это результат при использовании моих пробойников с шириной зуба 2 мм, тонкой нити. Вот. Это вот изнанка, обратная сторона. Отверстия здесь пробиты шилом. При других пробойниках, то есть с более широким зубом, сама прошивка будет выглядеть немножко иначе. И для таких пробойников нужно будет шило с другими параметрами. Надеюсь, ничего не забыл озвучить. Если какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях или же пишите напрямую в мастерскую. Там дадут более профессиональную консультацию по выбору данного инструмента. Для тех, кто более усидчив и досмотрел видео до конца, мы с мастерской Фазеркрафт делаем акцию. Значит, по промокоду, который указан на экране, вы сможете получить 15% скидку на покупку данного инструмента. Акция действует целый месяц с момента публикации данного видео. Планируем дальнейшее сотрудничество с мастерской. Буду записывать видео на их новые разработки. Вот, так что ждите видео. Следите за каналом, подписывайтесь и спасибо за просмотр.